Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал. И у нас, вы не представляете, сейчас гром, собирается дождь. Да, собирается. Это просто счастье. Мы счастливы. И еще мне это обещала моя подписчица. И сама она блогер из Инстаграма. Марина, если смотришь меня, спасибо тебе. В общем, Марина умеет вызывать дождь. Это забавно, ну, правда. Я сказала, нам нужен дождь, она сказала, будет до 31 числа. Все, друзья, мы поговорим про осенние ароматы. На следующей неделе, да, уже у нас наступает сентябрь, и я этому очень рада, потому что могу носить любой аромат. В это время все открывается наилучшим образом. Так, и начну с помады, потому что часто спрашивают, я часто о ней говорю, это Estee Lauder, номер 260, Pure Cool Envy. И это футляр, он на самом деле лимитированный, а так он, по-моему, обычно синий. Так что на футляр не смотрите, она по-другому выглядит. Это БДК, BDK, Rouge Smoking, и я ждала очень долго. Он у меня появился в конце весны, уже было тепло, и он нормально открывался. Не скажу, что что-то плохое, но просто по настроению, конечно, он лучше идет в более прохладную погоду. Что у нас здесь? У нас здесь есть немножко вишни в начале, но она такая, знаете, не громкая, она не долгая, и она вот прям оттенком идет. Здесь потрясающе красивая ваниль. Бурбонская, с легкой горчинкой, кто-то это называет еще дымностью. Для меня это именно горчинка. Не кондитерская, не какая-то приторная, а вот такая серьезная ваниль. Еще здесь есть дерево. И, кстати, еще есть специи. Ваниль немножко напоминает вот ту, которая в лире Ксержов. Вот что-то есть общее, даже, да. Но здесь есть вишня, и мне этот аромат нравится больше. То есть мне и лира Ксержов нравилась, там лаванда в лире, тоже вот эта ваниль, а здесь вишня. Короче, это прям вообще, я его просто обожаю. Я его носила летом, но только под кондиционером. Ну, короче, лучше, конечно, в более прохладную погоду. Второй аромат – это Грис Шарнель, тоже BDK. У меня все BDK на самом деле лежали. Вот Грис Шарнель я использовала летом. Так, сейчас тоже нанесу. Сегодня это будет мой аромат. Мне кажется, с дождем он будет даже еще лучше. Здесь у нас инжир. Здесь сандал. Сандал немножечко рассольный. Здесь черный чай или чай мате. В общем, чай вот, ну я его ощущаю как черный чай, такой густой, насыщенный. И в аромате есть какая-то зеленца, немножко есть зеленцы и нотка как будто бы мяты. Я не знаю, что это, но мне это напоминает мята. Кстати, сейчас увидела ногти свои, друзья. У меня сегодня эксперимент с маникюром. Я вообще люблю поэкспериментировать. Мне иногда подписчицы пишут, что у меня ужасный какой-то маникюр. Вот, ну, потому что я не боюсь рискнуть и что-нибудь новое отчебучить. Так вот, есть вот эта ментоловая нота, она летом даже освежала. Но минус был, что он очень быстро слетал летом, в принципе, как и все, да, он не термоядерный, он очень классный, его можно носить куда угодно, в офис, на работу, на учебу, вот куда хотите. Мне это в нем очень нравится, все-таки ароматы, я не очень люблю, когда аромат, вот надо думать, куда надеть, и, ну, он стоит, чего-то ждет, чего-то непонятного, не может дождаться, мне это не нравится. Так, друзья, ну произошло чудо не меньше, у нас реально идет дождь, правда.
Я его не видела, наверное, с весны, с марта. Просто чудо. В общем, Грис Шарнель немного сладкий аромат, предупреждаю, потому что по описанию, конечно, инжир, чай, дерево, сандал, звучит как будто бы он такой, ну, более зеленый, даже, возможно, фужерный, древесный. Нет, тут есть сладость. Но вот с этой ноткой ментола. Я не знаю, что это. В пирамиде это я не опознаю. Не признаю, точнее, потому что там в пирамиде написано. Не знаю. И следующий аромат. О боже, как я по нему скучала. Это крем де кур. Да, я его носила и летом. Правда, в начале лета, потом он уже, вот он просто под настроение не попадает, он даже ничего там не вылезает такого нехорошего, хорошо звучит, но вот он такой более томный, тут есть сливочность, тут есть кожа, тут в начальных нотах есть ананас немного кисленький, и остринка есть в аромате, вот, наверное, это остринка, молочность, кожа, оно все-таки, ну, не летнее. Но мне понравилось, как тут звучит ананас летом. Он громче почему-то на мне звучит. Я его хорошо опознаю. А зимой, в более прохладную погоду, осенью он более гармоничный, более сглаженный. Никакая нота не выпирает. Он вообще очень томный такой парфюм, сексуальный. Мне он очень нравится. И на него бывают комплименты, в принципе, как на вот все вот эти ароматы от BDK, Грис Шарнель и Rouge Smoking, они очень приятные, очень. Хочется вот прям к человеку поближе подойти, когда их чувствуешь от кого-то. Так, следующие два аромата. Это два Монгерлена в туалетной воде и версия Intense. А в туалетной воде вообще такая более весенняя версия, более легкая. Здесь не такая громкая лаванда, аромат не настолько сладкий, вначале цитрусы, бергамот, они прям очень хорошо слышны. И есть нотка, которую многие отмечают, какая-то табачная. Лист табака. Ну да, я соглашусь, что вот что-то такое есть, и мне кажется, это фиалка такое дает. Тут есть фиалка. Очень интересный аромат, он более цветочный, менее лавандовый. Тут искрящиеся цитрусы. В отличие от этой версии, она довольно сладкая. Здесь вообще я чувствую какой-то как будто лавандовый десерт, да, такой сливочно, какой-то крем сливочный на бисквите и вот веточка сухой лаванды. Может быть, и в креме тоже есть какой-то лавандовый оттенок. Но я не скажу, что это аромат гурманский, просто есть какой-то вот... Хочется сказать, что он вкусный, вот про такой аромат. То есть, если это и десерт, то такой очень какой-то авторский и, так сказать, высокий аромат, который я вот ношу прошлую неделю, носила его, и сейчас планирую продолжать. Это Hermetica Rose 5. Меня потянуло на розу. Возможно, это ее свойство, да, в ароматерапии считается, что роза помогает сконцентрироваться, помогает в учебе, и в то же время роза, она помогает снять стресс и расслабиться. То есть ты такой приходишь на расслабоне, концентрируешься на испанском при себя, да, и, в общем, очень хорошо учишься. И возможно, я не знаю, потому что, в принципе, тут больше звучит как розовое варенье или даже клубничное варенье с лепестками розы. Причем я заметила, что в жару, да, я его носила в плюс 36, кому-то может показаться странным, не знаю. В общем, в плюс 36 это просто клубничное варенье, но с кислинкой, потому что иначе бы он душил. И даже, знаете, вот у меня даже не клубничное вот само варенье, а когда его варишь, вот эта пенка, вот этот сахар, который с клубникой, вот этот сахар, это пенка, вот больше я чувствую как ее. А в холод появляются лепестки еще вот в этой пенке, еще лепестки, как будто бы клубничное варенье варят с розовыми лепестками.
Мне очень нравится, сейчас прям хотела на себя нанести, но, конечно, это будет too much. Нет, наносить я на себя не буду, естественно. И еще один аромат Amouage, Amouage Journey for Woman. Я уже рассказывала в прошлом видео о нем, не хочу повторяться. Я вообще жду холода, чтобы начать его носить. Это был мой подарок себе на день рождения. Но оно летом, поэтому было жарко, и я просто дождалась времени, когда он будет уже получше, да, открываться. Потому что идеальное время для него вообще зима. Возможно, даже мороз. Так, я не знаю, вы слышите или нет. У меня тут прям дождь за окном. Здесь зелень, здесь персик, белые цветы, какое-то ощущение горного воздуха, вообще как будто ты в горах на каком-то поле, и там вот все эти ароматы есть. И еще мед. Мед, очень красивый мед. Боже мой, как я хочу, чтобы быстрее прям похолодало. Прям не чуть-чуть, а так нормально. Так, и еще один аромат. Гритти Шантии. У меня с этим названием просто Шантии, Шантили, Шантильи, в общем, как хотите, мне уже все равно, я не знаю, у всех вообще какая-то своя версия, все прям ее отстаивают. В общем, аромат десерта, аромат такой сливочно-фруктовый, но здесь есть пудра, однозначно есть пудра, но она вылезает, когда более прохладно. Я сидела в нем под кондиционером и, и почувствовала эту пудру. Вообще у меня холодная кожа, и я думаю, что этот аромат будет просто очень-очень хорошо открываться на мне, когда будет, хотя бы градусов 25. Будет вообще хорошо. Мне он нравится, о нем неоднозначные отзывы. Кто-то говорит, что для таких денег это как-то... кто-то говорит, что для такого простого аромата это как-то дорого. Возможно, я и соглашусь. Целый флакон 100 мл я не уверена, что я бы купила. Не уверена. Но вот такую travel-версию вполне, она не каких-то баснословных денег. Так, это моя новинка, просто аромат, с которым у меня парфюмерный запой был, еле от него оторвалась, Tom Ford Black Orchid в туалетной воде. Конечно, я собираюсь его носить и осенью, и зимой, и весной, и летом. Он, просто универсальный. Здесь очень-очень похожий аромат на Black Orchid в парфюмерной воде. И я думаю, что он даже похож на парфюмерную воду 2015 года, но здесь более сглаженные патчули. И вообще весь аромат какой-то более гармоничный, все углы сглаженные, и он такой не очень громкий. Его даже я надевала в класс, где в принципе, да, не какие-то там безумные расстояния, потому что он деликатный, он такой носибельная версия Black Orchid, потому что парфюмерную воду я бы не рискнула, например, на учебу надеть. Она очень громкая, очень такая нуарная и прям с каким-то настроением. То есть ты не можешь просто так прийти в Black Orchid в парфюмерной воде куда угодно. Типа сегодня обычный день, а я в Black Orchid Tom Ford. И все такие, да, что ты за человек вообще? У тебя нет никаких ориентиров, ты не знаешь, что уместно, что нет. Мне так кажется, я бы так подумала, если кто-то со мной рядом в аудитории сел в этом аромате, потому что он мне нравится. Но вот, знаете, на учебу именно в парфюмерной воде он вообще не настраивает. Этот, конечно, тоже нуарный, но он тихенький такой. Он такой напоминает тебе, что да, ты сейчас учишься, но не забывай, что есть вечер. Вечер – это время для свиданий, для веселья, для тусовок, для дискотеки, для танцев. Такой вот он, с таким настроением. Все, друзья, спасибо вам, что вы были со мной. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем отличной парфюмерной осени, потому что это просто идеальное время. Доставайте все свои самые красивые ароматы, они будут шлифить и звучать. Вот это прям эталонное время. Все, всех целую, обнимаю, всем пока-пока.